Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. И я снова в деле, чтобы разнести в пух и прах так называемое доказательство против Вячеслава Зинченко, которого обвиняют в убийстве Ирины Фарион. Очередное заседание суда 2 апреля 2025 года. Обвинение опять вытащило на свет злополучные фотографии от соседей Ирины Фарион. Особенно они цепляются за снимок от 16 июля 2024 года, где запечатлен клоун в панамке и очках. Его сунули эксперту для портретной экспертизы, чтобы сравнить этого типа в панамке и очках, сидящего на стуле, с Зинченко, сфотканного в зале суда. Эксперт выдал прикол, мол, это одно и то же лицо. Но, друзья, вы это серьезно? Видно всего 35% лица. Это что, теперь по такой ерунде можно человека отправить за решетку? Это просто чудовищно. Но сейчас я не об этом. Я хочу впиться в горло другой проблеме. Той, как обвинение нагло раздувает жалкий факт, проведенной формально и с вопиющими нарушениями экспертизе до космических масштабов. Допустим, друзья, на секунду, хотя это и не так, но предположим, что эксперт не врет. Предположим, что этот клоун в панамке и очках 16 июля 2024 года действительно Зинченко. И что дальше? Это может служить доказательством только одного, что 16 июля Зинченко сидел на стуле во дворе Фарион. Точка. Но обвинение, как стая шакалов, обученная атаковать жертв, неспособных защищаться, вцепилась в это и орет. Если это он тут, то есть на фото 16 июля, значит он везде. Они хотят, чтобы мы проглотили их вымысел, что человек в панамке и очках на фото 16 июля и на всех других кадрах, видео, фото, где угодно, это один и тот же тип. И что это Зинченко. Да вы издеваетесь? Эксперт сказал только про один снимок от 16 июля. Он не утверждал, что на всех кадрах это один и тот же человек в панамке и очках. И уж тем более, что это
Зинченко. Слушайте внимательно, чтобы вбить это себе в голову. Доказано, вернее, не доказано, а с вопиющими нарушениями сделана попытка доказать только одно. То, что 16 июля в 11 часов Зинченко был на стуле. И все. Остальное наглая ложь стороны обвинения. Прокуроры вопят. Раз он был в Панамке 16-го, то и 19-го, в день убийства, это тоже он. Но где доказательства того, что человек в Панамке везде, на всех фото и видео один и тот же? Где экспертиза, что это именно Зинченко? Ее нет. Они просто тычут пальцем в небо и надеются, что мы это схаваем. Это возмутительно. Но, друзья, не все такие идиоты, как этого бы хотелось стороне обвинения. Если они показывают видео, где человек в Панамке шляется по городу, или кадры от 19 июля, они обязаны доказать: а, что это тот же тип, что и 16-го, и б, что это Зинченко. Но они этого не сделали. Эксперт не смотрел кадры от 19 июля. Эксперт не смотрел видео шляющегося по Львову клоуна в панамке и очках. Нет ни единого подтверждения, что человек в панамке и очках на всех записях одна личность. И что это Зинченко. Они просто лепят нам Горбатова, типа, ну, он же был 16-го, значит и 19-го, и всюду это он. Это бред. А что если вдруг это разные люди? Где анализ? Где факты? Где экспертизы? Вбейте себе в голову. Сделана попытка доказать идентичность Зинченко и клоуна, запечатленного только на фото 16 июля. Все остальное – это неприкрытые фантазии стороны обвинения, рассчитанные на лохов. Они орут, что человек в панамке 19 июля во дворе на Масарика 3 – это Зинченко. Но где экспертиза? Ее нет. Это только предположение и фальшивка, а не доказательство. Они хотят нас одурачить. Но мы, друзья, не такие идиоты, как им бы хотелось. А суд – это не квартал 95. Действия стороны обвинения построены на факте. На каком? Оказывается, факт типа того. Фамилия Зинченко начинается на «З». Что отсюда следует? 35% фамилии Зинченко совпадает с фамилией Зеленский. Что отсюда следует по версии стороны обвинения? Из этого по версии стороны обвинения следует, что Зинченко – это Зеленский.
Вот какой фокус-покус, друзья. Как опасно иметь фамилию, начинающуюся на ту же букву, на какую начинается фамилия президента. Можно меня наградить и премировать, как весь доблестный состав участников следственной группы. Шучу. Но почему бы эту шутку не использовать для сценария юмористической репризы и выпустить на сцену в качестве популярного шоу? Повторю, друзья, чтобы вы орали об этом на каждом углу. Есть только одно предположение, основанное на сделанной с вопиющими нарушениями экспертизе, что 16 июля Зинченко был в панамке и очках. Нет ни единого доказательства того, что человек в панамке и очках на всех кадрах один и тот же. И нет доказательства того, что это Зинченко. Они пытаются связать его с убийством 19 июля, но у них ничего нет, кроме пустых слов и попыток, чтобы мы с вами в эти пустые слова и фантазии поверили. Итак, называемое доказательство – это не доказательство, это фикция, это мусор, это то, что не заслуживает доверия. Обвинение не имеет права строить дело на таком дерьме. Обвинение обязано доказать каждый кадр, каждое появление человека в панамке и попытаться идентифицировать этого клоуна Зинченко. Но они этого не сделали. Итог. Кроме попытки идентифицировать клоуна на фото 16 июля как Зинченко, ничего не доказано. Никакой идентичности Зинченко ни на этом кадре 16 июля и ни одной попытки доказать эту идентичность Зинченко на всех остальных кадрах нет. Это провал. Штирлиц, это провал. Слышишь, прокурор? Провал. Итак, друзья, исходя из презумпции невиновности, я ответственно заявляю, кроме как на кадре 16 июля Зинченко с человеком в панамке и очках не связан никакими доказательствами и даже попытками сфабриковать такие доказательства. Нет фактов, указывающих на то, что на всех видео и фото человек в панамке и очках – это один и тот же человек везде. Как нет и фактов, что это Зинченко. Версия обвинения – это карточный домик, который рушится от одного дуновения. Кричите об этом, друзья. Вопите на всех углах, чтобы наш вопль дошел до судей и до этих горе-обвинителей. Скандируйте презумпция, презумпция, презумпция. Спасибо, друзья, что вы со мной. Вместе мы сила. С вами был Валерий Табаков.